Ребята, всем добрый день, всем огромный от меня привет. Слушайте, вчера весь вечер, наверное, часов с 8 вечера и полночи вдыхали ароматы вот этой красивой, нарядной хвои Australis Лиза. Посмотрите на нее. Спросите, чего она здесь делает? В общем, попросили меня выселить ее с привычного места жительства на время ее цветения. Она ароматит, девочки, здоровские. Я не скажу, что прям совсем неприятно, но не всем нравится. У нее в этот раз столько корзинок. И даже вот на ее веточке с выраженной варигатностью тоже есть корзинка. Посмотрите, какая это прелесть. Аромат сладкий, такой, знаете, цветочный. Да, он больше цветочный. Не специи, нет. Эта корзинка, кстати, уже отцветает. Уже все. Здесь корзинка еще только открывается. Верхняя. Она не такая богатая. Вот этот шарик очень симпатичный. Смотрите, какой кругляш. Прямо супер. Сняла листик в самом низу. Уже отмирают листья старые, с которыми я ее покупала. Это был маленький черенок, но теперь это вот такое роскошное дерево. Класс, да? И вы знаете, вот это первая корзинка на варигатных веточки, на вот этой варигатной. Остальное все цветение на веточке, которая ушла частично в зелень. Она цветет охотнее. Видите, как получается? Здесь вот это первое самое цветение. Так, в общем, оставляем эту красоту здесь. Она нам сейчас не ароматит, к сожалению, а может и к счастью. Хвои, они ароматят где-то часов с 8 вечера, с 9. Привлекают насекомых, которые занимаются опылением в темное время суток. Вот так вот. Так, чего я здесь хочу вам еще показать? Я вам хочу показать, что я здесь приготовилась к пересадкам. Не все буду пересаживать, просто решила вам показать те хвои, которые давно не показывала. Вот это, например, очень шикарный у меня растет черенок. Уже можно назвать его полноценным растением. Я знаю, есть любители этого вида. Это Латта Искандар, так правильно ее называют. Вот у меня новая пара листьев. Еще смотрите, какая податливая. Вообще у нее листья очень, видите, какие? Прям гербарий. Твердые, упругие. А новая пара листьев, пока не вызреет, она прям мягенькая-мягенькая. Растет усик. Я его пытаюсь направить на опору. У меня пока это не сильно получается. Вот что-то так вот. Хочу, чтобы она по опоре вскарабкалась. Пересаживала недавно. Черенок мне попался живучий, хороший. И вот после пересадки, перевалкой, вроде бы как дела налаживаются, потому что корневая система в росте. Такая вот прелесть. Смотрите, сколько она мне здесь нарастила. А сколько? 2 пары листьев. Вот, 1 пара. Причем этот листик как-то вот маленький. Не развился до путя. Маленький размер. Но на этом же месте с обратной стороны лист побольше. То есть эта пара такая. В начале весны начался рост. Вот видите, вот проснулась точка роста в конце зимы, в начале весны. И вот этот черенок за 3 месяца весны так уже подрос. Даже уже полмесяца лета прошло. И вот еще есть
Видите? Вот здесь еще есть узлы, откуда пойдут листья. Как-то вот прям мне показалось, что близко, особенно здесь, маленькое междоузлие. Близко листья друг к другу. В общем, такая латте Искандар. Она, посмотрите, как умеет загорать. Здесь у меня северная сторона, она здесь стоит. Немножко сплэша имеет. Вот так вот, видите? Как цветет, еще не знаю, еще не цвела. Но я очень переживала, как она у меня будет расти. Ну, неплохо. Для любителей вот таких интересных хой. Мне нравится. И рядом с ней стоит еще одна. Это мишка Тедди. И что я вам скажу? Я уже второй год, наверное, второй, пытаюсь подружиться с этой хоей. И вы знаете, после того, как я пересадила в гидропонику, вот так она у меня росла, посмотрите. Выдавала точки, это ужасно. И не развивала их. Так она росла у меня в грунте. А сейчас, после того, как я поместила в плагрон, у нее и корневой рост там неплохой, уже корни там, видите, на дне. И вверх начал расти. Я специально увеличила, чтобы вы увидели вот этот новый листик растущий. И две развивающиеся точки роста. Я очень надеюсь, что здесь будет два листика. Видите, эти рожки. И вот здесь будет еще веточка с листиками. В общем, я поняла, что нужно вот такое содержание, не сухое и не слишком влажное, но чтобы влага присутствовала и питание. И представляете, пошел рост. Я уже хотела расстаться с этим черенком, потому что мне было непонятно, что да как. Так, и вот меня радует недавняя моя покупочка. Это хоя, так мне захотелось эту хою из-за ее красивых листиков. EPS 260. Получила черенок с двумя листиками и с растущим усиком. Но он отсох, видите, девчонки. Но лист мне дал новый. И вот это уже мой листик. Он еще в росте. Такой замечательный. И тут раз, проснулась точка роста. И появилось вот такое вот растущее чудо. Я недавно пересадила перевалкой из маленького стаканчика. И посмотрите, как быстро, буквально за месяц, корневая начала осваивать этот горшочек. Слушайте, ну она невероятная, такая интересная. И совсем она похожа на Свету, но все равно я вижу, что это не Света. И мне нравится этот сплэш. Боже, она такая классная, девочки. Я не знаю, вот я вам рекомендую вот такую хоечку. Если вы не хотите там покупать вот эти Светы, Ирины, Ларисы, купите себе EPS 260. Мне кажется, она закроет все ваши базовые потребности по хоям вот с таким интересным листиком. Вот. Так что я довольна. И вышел лист прям черный такой, интересный. Мне прям интересно так было. Я ее просто из маленького стаканчика перенесла в этот, обсыпала грунтом. И она так неплохо принялась. Тоже, кстати, любит попить. Быстренько пересыхает. У меня здесь нет дренажных отверстий. Внизу немножко пенопласта. Ну, в общем, все как обычно, девочки, никаких секретов. Все как обычно. Кто же здесь лежит? Это претендент на пересадку. Это моя дисхидия. Здесь она вот, надо ее вытащить и пересадить. Хочу пересадить в горшочек. Сейчас я вам покажу. Который пришел мне с темным. На фитильный полив хочу посадить и туда же поместить в это самодельное кашпо подвесное. Девочки мне писали по поводу того, что плохо подстегиваются стаканы. Да, девочки, есть такое. О, здесь есть ножки, я даже не видела. Есть такое, что нелегко
подстегнуть стаканчик. А, тут у меня, кстати, уже готовый подстегнутый. Там девчата писали, что даже мужья напильником немножечко снимают некоторый слой, чтобы защелкнуть. Так, этот лишний у меня получился. Я думаю, что дисхидию мы сейчас с вами пересадим вот именно в такой горшочек. И уже надолго, я думаю, она будет там расти. Это дисхидия вата, прикольная такая. Цветет она вот так. Интересная, да? Листики загорают. Вот здесь у меня прям... Сейчас я вам ее подниму, покажу. Она прям загоревшая. Смотрите, какая она красивая. Видите? Здоровски. Так, девочки, я ее положила, потому что здесь такой хвостик, и она плохо стоит. Вижу, посыпались бутоны, которые уже отцвели. И некоторые даже... А, это мне показалось. Я думала, что пыльца. Так, в общем-то, для нее вот этот горшочек. Кого я еще буду пересаживать? Так, у меня было много планов. А, вот эти планы стоят здесь рядом. Вот это тоже недавнее приобретение. Хуя Айсенсис, по-моему, так. Почаровалай Айсенсис. Не помню номер, а он здесь должен быть написан. Хоя Айсенсис Silver Leaves. 15 апреля она ко мне приехала, я подписала. И мне сказала хозяйка черенка укорененного. Кстати, корней у меня уже наросло тут побольше. Потому что я когда заказывала, на момент заказа это был срезанный черенок. Вот это уже мой листик. Без корней. И вот я ждала, наверное, недельки 3 я ждала, чтобы укоренила хозяюшка. Укоренилась и уже с корешками приехала. И мне сказала хозяйка черенка, чтобы я, когда уже заплетет стаканчик, чтобы я ее перевалила в больший горшочек. Но я не думаю, что это будет прям вот такой горшок или вот такой стакан. Этот стакан я приготовила для другой хоечки. Я думаю, что это будет, скорее всего, вот такой. Чуть больше по величине объем стакана. Так мы и сделаем. Слушайте, у нее такой кант интересный, темный. А как она цветет красиво. Насчет аромата я не знаю, пока сама не испытаю, ничего не скажу. Так, листик что-то не хочет разворачиваться, может ей что-то не устраивает. Она у меня под искусственным освещением, возможно, ее надо поместить на солнышко. Или это она просто еще в процессе роста и лист еще не набрался. Не знаю, девочки. Хотя этот тоже такой, видите, не выпрямился полностью. Ну, такой какой-то интересный лист. Может быть, где-то я просушивала. Все может быть. В общем, это претендент на пересадку. Ну и еще один, это уже второй, да, претендент. И еще один претендент на пересадку. Это мой Клеменсиорум ачих. У него там начался корневой рост. Но там у него, понимаете, торфосмесь. И он уже заваливается. Вот я уже стакан поставила его. Он уже заваливается. У него шикарные новые листья. Растит ус, пока он его притормозил. Ну, в общем, такой красавчик. Надо, кстати, пойти посмотреть, не открылись ли бутоны на Индонезии. И, кстати, для него я хочу вот этот стакан использовать перевалкой. И опору. Вот такую вот. У меня есть еще опоры. Вот в этом стаканчике неплохо эта опора держится. Вот, в принципе, установлена для наглядности эта опора уже у Лата Искандар. В общем, вот так это будет выглядеть. Да, вот так. В общем, сейчас буду совершать пересадку. Наверное, первый пересадим все-таки Клеменсиорум. Ну, в общем, вот эти я вам показала, просто невероятные. Вот хои не все понимают, но пока у вас их нет, вы их не будете понимать. Ну, купите себе, если вы уж хотите попробовать какие-то вот такие не сильно сложные. Ну, смотря что вам нравится. Может, вы ценители вот таких интересных листьев а-ля осень.
Может, вам нравится варигатность и красивое нарядное цветение. Это лиска вам, конечно же, в помощь. Если вы любите все-таки листики разные и не ориентируетесь особо на цветочки, то вот вам вот такие всякие листики, вот такие листики. Думаю, вам такое больше понравится. Да, смотрите, сколько сплэшика. Здесь тоже у Ачеха сплэшик. Ой, Ачех симпатичный. Так, надо его в первую очередь, потому что он у меня сейчас завалится. Я вам покажу, что я буду мешать. Это вот такой вот универсальный грунт. Квитка еще у меня есть, пока он у меня есть, неплохой. Я добавлю туда перлита. Перлита я добавлю, девчонки, так начинает пилить на глаз. Слушайте, купила вот такой совок на Тему. Ну, вроде так ничего. Удобный. Выбрала зеленый. Так. Может, еще немножко, чтобы не переборщить. И сюда же я добавлю горсточку Ceramisa. Ceramис — это такие глиняные камешки, обогащенные по немецкой технологии разными минеральными веществами. Вот, в принципе, и все. И теперь что я делаю? Я хочу для клеменсиорума. Так, а ну-ка. Для клеменсиорума вниз хочу положить пенопласт. Девочки там мне писали про неэкологичность. Но я много не ложу, в принципе, только в качестве дренажа. Даже, наверное, сильно большие куски. Мне не нравится его ломать, потому что он начинает к рукам сильно приставать, цепляться к рукам. Физические вот эти вот процессы цепляются к рукам. Так, вот так я получше, наверное, вымешаю. Ох, Ачех. Так, надо опору. Тут такая, знаете, опора, палочка от суши. Я ее сейчас достану. Ой, знаете, тут еще самая сложность в чем? В том, чтобы усик сильно... он, кстати, хорошо держит ком. Посмотрите на корни. Вот так вот. Посмотрите на листики. Так, ну чтобы вот этот усик, краешек, его сильно... Ага, видите, я переборщила с землей. Так и знала, что я перестараюсь. Ну, чтобы он немножко глубже сел. Что может еще заглубить? Но я думаю, он сядет, когда... Я еще думаю, как опору, с какой стороны. Вот так, да? Сейчас, девочки, еще опору воткнем. Не все так просто у цветоводов. Цветоводы-любители. Сейчас сразу пристегну. Возьму пока вот эту черненькую. Вот, девочки, я пристегнула, чтобы он просто не падал. Потом поменяю на какую-нибудь красивенькую. Вот так. Не хочу этот край где-то выше, загибать ни в коем случае, потому что он тут вроде непонятно. Подсох, не подсох. Он может обидеться и перестать расти наверх. В общем, нам это не надо. Нам надо еще парочку рядочков листиков. Так, ну вот так мы стали, да, неплохо. Ведь опору поставила, сразу все стало на свои места. Девочки пишут мне, что спасибо, Аня, что сказала, что эти опоры где продаются. Да, девочки, на Тему их полно у разных продавцов. Смотрите, там можно их по 3 купить, можно по 2, можно... Я по 5 взяла. Я там, где все по 5 было. Честно говоря, не помню, какая там была цена. Made in China. Вот такой вот.
Вот такой наборчик из 5 штук я взяла. Тут еще крепежи, если я вам показывала. Так, все, засыпаем. Видите, как быстро хоечки пересаживать? Я думаю, что все будет хорошо. О, не упади, главное. Совочек, конечно, большеват. Но очень удобный, кстати. Вот нагребаешь в него. Так. Единственная палочкой мы сейчас вот так перенаправим. Там, где мы пустоты сделали. Сейчас надо еще выйти на прогулку. И там куча дел, в общем, девочки. Ну, с утра я себе еще вчера решила. Говорю, все, утром встаешь. И свои растения, не все, но хотя бы какую-то часть приводишь в порядок. Потому что уже требуют многие пересадок. Девочки, напишите, как там приживаются мои череночки у вас, все ли в порядке, справляетесь, с кем сложности возникают. Так. Надеюсь, что все хорошо у всех. Потом, знаете, после полива будет еще какое-то небольшое количество места образовываться сверху. Можно будет подсыпать. Так, в принципе, нормально. Можно обнять, простучать. Так, все. Теперь надо будет полить слегонца, потому что он, в принципе, просохший. У меня здесь тоже, кстати, оттуда же бутылка. Слушайте, я уже прям взяла литровую. У меня девчата подарили, я вам рассказывала с Николаева. Девчата, большое спасибо. Прислали мне пол-литровую. Она работает, все нормально. Я ей целый год пользовалась. А это, я думаю, возьму себе литруху, чтобы уже зарядил и пошел. И действительно, единственное, что немножко в руке неудобно держать, такая здоровенная. А так неплохо. Мне нравится, что вот этот носик. Так. Достал до края держатель. Все. Много не поливаю. Он там влажный был. Вот так все. Пускай просачивается немножко. Так, кто у нас следующий? Следующий, наверное, у нас будет дисхидия. Сейчас, девочки, я еще замешаю грунта и будем ее освобождать. Ребята, кто хочет дисхидию вату, я с удовольствием поделюсь. Она у меня дорого не стоит. Так, я срезаю такие хорошие... Ой, тут у меня заколки. Хорошие череночки срезаю. Да, ее придется распутывать, потому что иначе ее здесь не достанешь. Ох, она, конечно, любит поплестись во все стороны. Эту, да. Эту так просто не распутать. У кого-то ампельно растет, но она очень любит цепляться. Цепляться за все, что можно. Я девчонкам срезала много раз череночки. Надеюсь, что там проблем с укоренением у них не возникло. Видите, у нее тут... У нее тут вообще косы все заплелись, девочки. Заплелись косы. Да, аккуратно. Но она не из прихотливых. Вот смотрите, она даже вот 3 черенка, два сплела вот так вместе друг на друга. Ой, девочки, вы меня извините, если я где-то сделала какое-то резкое движение. Ну вот как тебя достать, моя красавица? Как тебя достать? Хочу ее полностью освободить даже от этого кашпо. Тут либо надо черенки резать, либо кашпо резать, либо искать, где здесь начало, где конец. Ха-ха-ха. Либо просто это вытянуть. Девочки, ну это особый случай.
Сейчас мы просто вытащим. Здесь, кстати, мне писали, что здесь натуральный шнурок. Хотя вы верите, что у китайцев натуральный шнурок? Я лично нет. Вот что вдруг все ищут во всем... Сейчас я... Все во всем ищут натуральное, и его нет. Видите, вот как вот здесь вот девочки, видать, мужья подпиливают напильников, чтобы лучше. Я не знаю, девчонки, я не читала там упаковка и инструкцию не читала. Неужели это натуральное? Я не поверю, чтобы они вот в этот... Ну вот это мое такое, блин, мнение, что я не поверю, что это только поджечь надо. Будет пахнуть или нет, что это прямо натурал. Что это хлопок. Все, у меня вошло вот так, раз и все. У девчонок не входит. У меня вошло. Так, короче, я сейчас по-другому поступлю. Вы знаете, что я люблю нестандартные решения принимать. Я просто вот так насыплю. Там я немножко приподняла фитиль. Вот, а, наверное, я много насыпала. Я вытяну из стакана полностью ком. Вот, тут уже ком приличный. Видите, какой приличный ком? Смотрите. Она уже 2 года в этой посадке, поэтому... Вот тут я вижу ростик, что ли, новый. Приехали. Видите, что? Да. Я вам так скажу. Это будет, наверное, для той хоечки. Придется идти за высоким стаканчиком. Так, принесла высокий стаканчик. Придется давать ей большой объем. Потому что уже средний стаканчик у нас был. Мы из него выросли. Ну ладно. Ладно. Ой. Такое видели? Здесь что-то, какой-то безжизненный листочек. Ставим и аккуратно обсыпаем грунтом. Думаю, что она очень быстро справится. Что я вижу, тут даже совочек особо не нужен. Так. Ой, голуби прилетели на кондиционер. Воркуют мне там. Песни поют. Девочки, я вот так по пути, вот раз уже заговорила за пернатых, очень уменьшилось поголовье обычного серого воробья, да, или как он там называется. Вы это заметили в своих регионах? Я прям недавно ходила, и действительно, раньше возле каждой лавочки летом, ну сейчас, конечно, так люди не занимаются семечками поеданием. Нету такого, что вокруг лавочек сидит, что молодежь сидит и лузгает семечки. И вокруг куча воробьев. Но даже когда выносишь что-то голубям, да, сыпешь, раньше куча воробьев было. Сейчас одни голуби и вороны. И мы так прям прошлись недавно по нашему парку и нашли буквально одну локацию там, где были воробьи. И вот мы начали обращать внимание, вот раньше их много на проводах сидело, сейчас такого редко увидишь, практически нет. И мы вот начали обращать внимание, есть воробьи или нет воробьи. Они есть еще, но их настолько мало, прям вообще. Так, все, я туда прям уже руками залезла. Так, я попытаюсь сейчас в это кашпо обратно вернуть уже большой стаканчик. Вот. И все исправить. Ага, не тут-то было. Не тут-то было, надо все распутывать.
Девочки, сейчас буду распутывать. Ух, ребята, вы не поверите. Еле выпутала эту красоту. Еле выпутала. Ну, красавчик. Красавчик. Ну, весь запутался. Мне пришлось даже потрудиться дольше времени, чем я рассчитывала. Ой, невозможно. Его прям надо ампельно помещать на стену, на подвес. И, возможно, не будет таких проблем, когда ты его наматываешь. Так, мне кажется. И у дисхидий очень тяжелая листва. То же самое касается дисхидии хирсуты. У нее тоже такая листва очень тяжелая. Ой, какие уже они длинненькие. Так, надо сейчас тоже полить. И я, наверное, побольше сделаю подвес. И уже в таком виде ампельном помещу это растение на подвесе. Кошмар! Ну не чудо ли? Посмотрите, какая красота! Невероятно. Так, пересаживаем следующего претендента на пересадку. Я когда разбирала дисхидию, мне пришлось разобрать и кашпо. Не все так просто. Я думаю, раз меня все предупреждают о том, что это нитка натуральная, я сразу заменю ее на синтетическую. Да, девочки, но она немножко такая длинноватая. Надо ее пополам разрезать. Ой. Ой. И будем использовать уже, чтобы уже наверняка не ошибиться, заменим веревочку производителя. Ну, прям вот в комментариях, девчата, мне многие пишут: Аня, так, сейчас, девочки, Аня, там натуральная. Я же говорю, я что-то до конца не верю, что оно там натуральное. Ну, прислушаюсь, девочки, прислушаюсь, заменила. Все, вот так вот сделала, заменила. И сюда пойдет расти моя ансенсис. Это ледяная хоя. У нее просто на цветах прям капает нектар. И такое, знаете, как снежная королева. Такое получается, как впечатление о ней. Ой, ой, ой. Аккуратно достать. Оп, оп. Хорошие корешки. Вот так вот. Немножко у нее тут грунт уже зеленоват. Я, честно говоря, первое время не буду прям ее так заливать. Прям. Кстати, не дешевая, девчонки, хоя, на удивление. И не сильно и распространенная. Появляется когда-никогда в продаже. Я как увидела, мне прям что-то захотелось, вот что-то не такого. Что-то такого. Сказать, что она прям классно растет, ну, я пока этого не вижу. Может, сейчас пересажу, и она пойдет лучше расти. Но все-таки она ж приехала череночком таким маленьким. Поэтому, возможно, пока корни нарастила, пока туда-сюда. Я буду проливать. Какая-то часть воды, если там останется внизу, я убирать не буду, сливать. Но так, чтобы оставлять прям воду в нижнем уровне, прям полный стакан, я пока не буду рисковать. Пускай она нарастит побольше корней. Я буду смотреть, как быстро она просыхает. Было бы здорово, если бы эти стаканчики были прозрачные, вот даже верх. Было бы намного лучше. Ну, нам бы, по крайней мере, было видно, что там происходит. Так, растеряла здесь грунт. Старалась не вымазаться, все равно залезла. Так, ну как-то вот так. Ей пока опора не требуется. Здесь я даже не вижу прям какого-то роста. Видите, вроде как что-то и есть.
телефон пишет, что у меня уже мало процентов зарядки. Ну вот этот вот листик вырос, и тишина. Не знаю, в общем, буду смотреть. Так, все, поливаю. Вот я вот буквально вот так сделаю. Вот так чуть-чуть, видите? Что скапает вниз, то скапает. А вот специально... Вообще надо вот так брать, сюда заливать водичку, и фитиль должен ее поднимать. Но так как у нас грунт свежий, мы польем по грунту. А что скапает, то потом... Не капает пока, не сухо. То потом будет подниматься. Вы знаете, очень симпатичненько получается, но для маленьких кустиков. Думаю, что алаказии здесь неплохо будут жить. В минеральном грунте, если, да? Но это опять-таки временные посадки, потому что они маленькие объемы, эти горшочки имеют, но есть вроде как побольше объемы. Так, я хочу добавить водички. Или она еще мокрая? Не, она, по-моему, еще мокрая. Я прям вот этой хвои в гидропонике не жалею воду. Так наливаю, и она постоянно там в воде. Так, а ты как? Ты еще влажный. Красавчик. В общем, все, друзья мои, вот такие вот наши дела. Это то, что я вам хотела сегодня показать. Цветущую Лизу, прекрасные листья хои Лата Искандар, прекрасные листья хои Айсенсис, Пачаравалай Айсенсис. Здрасте, Аня, вот, Пачаравалай Айсенсис, а это ЕПС 260. Мишка Тедди с новым листиком под цвет камешек. И вот эта красота Ачих. Ну и дисхидию тоже пересадили. Видите, неожиданный такой поворот событий, что придется сейчас искать ей подвесик и вот так ее оставлять. Пускай растет вот так ампельно. Уже, конечно, загар у нас идет, потому что она, если будет ампельно висеть, там солнышко мало будет в ней попадать, будет больше зелененько. Девочки, кто хочет дисхидию, говорю еще раз, пишите в Facebook, Аня Ярощук, срежу вам. Вот этот можно хороший усик срезать, замечательный. Всем привет! Сегодня я решилась на черенкование своей принцессы. Девочки уже спрашивают: Аня, когда вы будете черенковать? И вот появился желающий любитель хои, тот, кто приедет за ней лично. В общем, я череночек срежу. У меня здесь, конечно, усища длинные. Попробую вот этот ус укоренить. Уже есть опыт укоренения усиков. Укореняла Каудату Сильвер. Вроде неплохо, растет. Значит, срежу вот отсюда. Кстати, кошка осваивается, уже ходит туда-сюда. Все нормально. Для тех, кто интересуется ее самочувствием в нашей компании. Короче говоря, девочки, кто желающий на аргентинскую принцессу, она, наверное, не аргентинская, а мне сказали, что это серебряная принцесса, Аргентия Принцесс. Я ее все в Аргентину пытаюсь отправить. Она мне из Аргентины, кажется, что из Аргентины. И, в общем, я вам предложу, кто сколько хочет узлов. Вот. Кто захочет 2 узла, могу предложить. Кто захочет, могу предложить 3, если будет на момент заказа такое количество. Потому что срезать я ее буду, ребята, под самый низ. У меня там один листик отпал, я вам говорила уже. И вот остался только один с варигатностью. Но что-то мне кажется, что это весь рост вот такой зеленый. Ну, возможно, случится чудо. И у кого-то из вас, прям интересно было бы пронаблюдать, у кого-то начнет расти она по сорту. Значит, насчет горшочков этих с китайского сайта Тему, вот она у меня
в него посажено. Девочки написали, что этот шнур из натуральной ткани. Я, в принципе, поливаю проливом сверху, не наливаю сюда воду. Та вода, которая попадает, шнур подтягивает. Видите, вот недавно поливала, уже сухо. Вообще можно, конечно, поливать просто вот сюда. Сюда заливать водичку, и шнур должен поднимать воду. У кого шнур этот не работает, можно его на синтетику поменять. Так, ну а сейчас исторический момент. Вырастив из 2 листиков вот такую красоту, больше метра, я сегодня ее черенкану. Значит, я сделаю вот так срез. Она упала, я ее сейчас буду крепить. И вот этот черенок я заберу. Здесь у меня он на такой вот на крепеже. Тут надо, конечно, 2 руками это сделать. Ну вот так. Вот листик открылся. Забираю, вытягиваю. Вот у меня вот такой ус. Аргентия принцесс. И я, когда он подсохнет, поставлю его в водичку. Буду ждать корешки и попробуем укоренить вот такой ус. Вот такой вот, с листочками. Ладно, хорошо. Ну и вот этот черенок первый отправится к своей хозяйке. Оп, куда упал? Раз упал, значит будет хорошо расти. Вот такой черенок. Красивый лист. С обратной стороны рассмотрим. Ну, как вы видите, признаков варигатности на нем нет. Есть уже зачатки корешков. Можно поставить водичку. А кто хочет, возможно, попробовать сразу укоренять в смеси, в которой планируете. Кто как желает. В общем, это то, что осталось. Осталось 1, 2, 3, 4, 5, да? 6, 7, 8, 9, 9, даже 10 узлов. В общем-то, какие-то есть с одним листочком, какие-то есть с 2. С одним листочком буквально 3 узла с одним листочком. Все. Посмотрим. Сразу сейчас не буду черенковать всю, а по мере поступления запросов на нее буду ее черенковать. И в итоге хочу добраться до самого низа, оставить только вот этот листик с варигатностью и посмотреть, что из этого получится со временем. Будем наблюдать.